Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать свой вариант декора свадебных бокалов. В данный момент я пока не украшала ножку, но если это сделаю, обязательно вам покажу. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Работу начинаем с того, что поверхность нам надо обезжирить. У меня это изопропиловый спирт. И я полностью вот так аккуратно все обезжириваю. Для работы я использую клей уху или можно использовать ювелирный клей. И для удобства переливаю в аппликатор с тонким носиком. Работу начинаю с того, что подклею по краю стразовую цепь. И подклеиваю не впритык, а на 1 мм выше покраски. Сейчас вам покажу, чтобы у нас не торчала слишком вот внутри стразовая цепочка, но все же закрывала покраску. Это очень важно, иначе будет некрасиво смотреться. Я беру клей и наношу именно по покраске. Даю несколько секунд закрепиться и накладываю сверху вниз. Вот чуть-чуть наверх, и если надо, теперь опускаем. Этим самым мы предотвращаем выползание клея из-под цепочки и оставляем закрепиться. Когда цепочка подклеилась, отгибаем ее наверх, обязательно наверх, чтобы не получилось, что она будет внизу, и мы клей с цепочкой вместе как бы наверх заведем. Поэтому снова беру клей и по самому основанию наношу. Здесь уже можно побольше расстояние. Аккуратненько наносим, ничего не пачкаем. И теперь цепочку сверху вниз. И укладываем чуть-чуть выше. И затем уже подправляем, чтобы у нас все было ровно. И так подклеиваем по всему ободку. Если все же клей у вас где-то проскочил, берем кусочек ватки проспиртованной, вот так заворачиваем на... Так, выскочила. Сейчас заворачиваем на пинцет и аккуратненько вот так все протираем, чтобы у нас все было чисто. Теперь мне надо разделить вот стакан на части. Я беру, например, вот здесь отмечаю одну часть, напротив сразу отмечаю вторую часть. Вот она. Можно это делать линейкой, но у меня линейки нету. Буду делать это на глаз. Тем более глаз меня редко подводит. Еще на одну часть, вот эту часть. Так, вот отмечу. Сейчас смотрим правильно. И теперь вот эти части еще на 2 части. И у нас получается разделение. Вот. Здесь у меня отметины карандашом. Теперь я положила 2 бокала вместе. И мне надо отметить, чтобы у меня ровный был вот этот низ, чтобы пояски у меня получились ровными. И вот так вот отмечаю. Теперь все вот эти вот отметки я переношу вниз. Делаю сначала напротив. Ничего сложного. Теперь вот эти 2 делю еще на 2 части. Еще на 2 части. И вот делаем такое же разделение, как и наверху. И для облегчения работы вот так наношу пунктир на линии. Это чтобы мне было легче затем приклеивать цепочку. И вот что у меня получается. Все эти чертежи можно делать до того, как приклеивать цепочку, но я просто забыла. Обычно я делаю наоборот. И теперь по низу также подклеиваю цепочку. Здесь у меня цепочка 2 мм, здесь 2,5. Также наношу клей и подклеиваю. Ничего сложного. Даю закрепиться вот здесь цепочки и затем подклею все остальное. И продолжаю работу. И вот здесь одну цепочку я уже подклеила, чтобы показать вам, как это работает. Я буду подклеивать снизу, делать такой полукруг и возвращаться снова вниз. Вот эта линия, это будет центр, не по ней подклеиваем, а именно рядом с ней. Вот здесь я уже
подклеила одну и вот так рядом наношу клей. Вот здесь закруглю. Так, откладываю клей. И здесь очень аккуратно надо работать. Вот подставляю цепочку и вот так ее рядом подклеиваю. Можно эти две цепочки совместить. И здесь делаю полукруг. Здесь уже поворачивайте кому как удобно. Вот полукруг. Здесь у нас пустое место. Вот. Середина пунктирная у нас вот здесь, между цепочками. Снова беру клей. И теперь вот рядом с этой пунктирной линией. Убираю клей. И вот так аккуратненько сейчас все выкладываю. Так, смотрю, сколько цепочки мне надо. Лишнее подрезаю. И теперь все аккуратно выкладываю, чтобы все было ровно. Штрих-пункт у меня вот здесь посередине будет. Вот что получается. Снова беру клей. Наношу его. Все края и все цепочки между собой обязательно склеивать. Работа просто ювелирная, можно сказать. Но от этого будет зависеть результат. Поэтому стараемся. Все выкладываем. Снова огибаем. Вот тут у нас наверху клей. Поэтому цепочки все склеиваем. И вот видите, у нас тут получается к низу вот такое сужение. Снова беру клей. Наношу рядом со штрих-пунктом. Убираю клей. И продолжаю подклеивать. Выкладываю вот так красиво цепочку. Огибаем все. Придерживаем. Лишнее подрезаем. И все красиво выкладываем. И вот что у нас получается. И так обрабатываем весь бокал. Вот что в итоге должно получиться. И если вы начинаете это делать, то заканчивайте, как вы говорите, начали, заканчиваем. Потому что пока еще все свежее, можем что-то где-то передвинуть чуть-чуть, если там что-то у вас кривенько. Если вы оставили и все высохло, это уже сделать нельзя будет. Теперь я беру вот такие стразы, у меня капельки, и вот сюда наношу клей. Напоминаю, что здесь у меня все еще свеженько, можно все передвинуть. И вот просто вот так упал камешек. Вот так надавливаю его там, чтобы он закрепился. И чуть-чуть подвигаю цепочки, чтобы камень занял свое место. Вот, все ровненько. Даю ему закрепиться. Беру следующий. Вот тут можно даже чуть-чуть раздвинуть все, чтобы у нас полностью камень туда сел, чтобы никакие края, ничего не торчало. Вот полностью, вот вы видите, от и до камень полностью сел. И продолжаем работу. И напоминаю, что стразы у меня неровные, вот такие с уголком. Именно поэтому стразовая цепочка создает как бы подложку и держит камень. Вот со всех боков камень полностью туда садится.
И продолжаем работу. Вот что в итоге получается. Если вы дошли до этого этапа, то уже большие молодцы. И сейчас продолжим работу. Для последующей работы нам понадобится стразовая цепочка. Вот я нарезала, у меня 2 миллиметра, здесь по 3 и по 2 вот эти в цапах камешки. Для чего они мне нужны? Сейчас покажу. Буду подклеивать камни. Вот они у меня неровные. И чтобы камень ровно лежал, надо ему сделать стеночку. Поэтому я с одной стороны наношу клей. Теперь со второй стороны. Беру где 3 звена и укладываю вот так в угол с верхним звеном. И со второй стороны 2 звена. И у нас получаются такие стеночка для страз. Вот. Теперь вот эту стразину я буду вот так сажать здесь. Вот эти стразы, которые мы сейчас подклеили, они будут держать ее. И теперь наношу вот сюда клей. Наношу много клея. Даю клею немного загустеть. Работа медленная, но это стоит того. Жду, жду, жду. И теперь аккуратненько укладываю вот сюда камешек. Вот этот уголок у меня будет к самому уголку, где мы подклеили стразины. Так, вот у меня тут уползает. Переверну чуть-чуть бокал. И теперь также мы поступаем снизу. Вот здесь у нас будет 3 звена, и здесь у нас будет 2 звена. Так, сейчас уберу. Делаем вторую стеночку. Вот так приподнимаем чуть-чуть и делаем стеночки. И теперь ровно камень укладываем. И вот он ровно у нас лежит, стеночки есть. И он уже никуда не денется. И продолжаем работу. Нарезаем, как я уже говорила, вот такие вот маленькие полосочки. И продолжаем работу. И что мы будем делать дальше? Сюда я буду приклеивать каплевидную стразину. Вот наношу клей. Также даю немного загустеть, вот такую. И вот этот вот край будем садить вот на эту стразинку последнюю. А само основание будем сажать именно в клей. Вот. Теперь у нас вот этот край поднятый. Все у нас лежит ровно. И здесь у меня будет еще одна маленькая стразина. Вот такая тоже овальная. Я ее вот сюда подклею. И сейчас получается, что у нас здесь какие-то открытые вот такие места. Я нарезаю маленькие стразы из стразовой цепочки. И сейчас все это буду заполнять. Вот, с одной стороны, с другой стороны. Все пустые места надо все заполнить. И вот здесь у нас еще по одной. И вот так будем работать дальше. И вот здесь в процессе работы между стразами, где у меня образуются такие более пустые места, я подклеиваю вот эти плоские стразы. Так как они намного меньше, чтобы, если я их посажу в середину, то они будут как бы проваливаться. А так получается все ровно и красиво. И продолжаю работу. Если где-то образуются какие-то пустые места, наносим клей вот так точечно и маленькими вот такими стразиками все заполняем.
чтобы у нас не было никаких пустых мест. Подлезаем аккуратно. Мне не хочет туда подлезать. Пальчиком помогу. И вот так все лишнее, все пустое заполняем. Хотя я больше не вижу никаких пустых мест. Мои бокалы готовы. Вот это свежий бокал. Его отправляю сушиться. А вот этот бокал проверяем, все ли у нас держится. Вчера я все проверила. Если где-то что-то не держится, подлезаем носиком, наносим клей и все подклеиваем. Возможно, я еще украшу ножку, но пока я оставлю. Если вдруг я это сделаю, я обязательно покажу, как это делать. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. В следующем видео мы будем с вами декорировать свадебные приборы. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.